Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Кристина Аржан, посвященный рисованию и всему, что с ним связано. Сегодня я вам продемонстрирую процесс рисования в этой программе. Я рисую в ней на своем планшете Samsung Galaxy Tab S6. Для примера я выбрала стеклянный флакон. Передать ощущение прозрачности стекла не так просто, особенно в диджитал рисовании. Сначала я создаю новый проект и импортирую в него изображение. Оно добавляется в проект, и его можно загрузить в новый слой. Затем я уменьшаю прозрачность и обвожу флакон карандашом. Я использую карандаш HB, его можно выбрать в кистях. Важно обвести все границы, чтобы было понятно, где размещать блики. Когда карандашный эскиз закончен, я приступаю к следующему этапу. Убираю цветное изображение флакона и добавляю его рядом со своим рисунком, чтобы по нему ориентироваться. Создаю новый слой и начинаю с колпачка. Прорабатываю первую цветную полоску. Использую кисть из раздела распылители, который называется Soft Airbrush. При помощи инструмента пипетка беру необходимый цвет с оригинального рисунка. Это один из самых удобных моментов в диджитал рисовании. Важно расставить акценты и добавить тени, где это необходимо. Плавных переходов между оттенками я добиваюсь при помощи инструмента растушевки. Для каждой полоски я создаю новый слой и рисую ее на новом слое. Почему это важно? Это дает возможность прорабатывать и уточнять полоски, исправлять неточности. Так я поступаю со всеми полосками. Блики оставляю незакрашенными. Верх колпачка прорабатываю тонкой кисточкой. Важно правильно регулировать размер кисти для каждой детали. В конце прорабатываю пузырьки воздуха в самом колпачке. Делаю это, ставя белую точку и добавляя ей небольшую тень черным цветом. После колпачка я перехожу к горлышку своего флакона. Это одна из самых сложных деталей данного рисунка. Сначала я расставляю цветовые акценты – светло-желтый, коричневый, черный и так далее. Оставляю белые промежутки, чтобы создавалось ощущение объема. Наша задача не скопировать рисунок, а нарисовать его в скетчевой манере. После того, как горлышко готово, я перехожу к нижней части флакона и повторяю все те же самые действия, что и с колпачком. Важно передать светотенью полосок. Блик сбоку я рисую при помощи ластика, изменив его прозрачность и размер. Затем намечаю цвета на нижней части флакона. Середину я оставляю незакрашенной, белой. После перехожу к прорабатыванию верхней части флакона. По краям я наношу розовый оттенок, а там, где заканчиваются полоски, я продолжила их, немного сместив, потому что свет преломляется, проходя через стекло. Затем я убираю референс и наношу тень вокруг флакона. Важно не забывать сохранять работу, чтобы не потерять процесс. Слои я объединяла по ходу проекта, когда заканчивала новый фрагмент. Поскольку карандашный эскиз мне больше не нужен, я его удалила и объединила все слои, в том числе и фон. Я все-таки осталась недовольна нижней частью флакона и решила к ней вернуться. В ней мне не хватает объема. Я решила пройтись разными оттенками, уточнить контуры, блики, поработать со светотенью. В белой части низа флакона для объема не хватало серого цвета по бокам. Его я добавила.
Очередной блик слева внизу я рисовала при помощи эластика небольшого размера, увеличив его прозрачность. Потом уточнила его при помощи кисти, тоже увеличив прозрачность. Референс мне больше был уже не нужен, я удалила его. Все, флакон готов. В следующих роликах я расскажу о других приложениях для рисования на Android. Подписывайтесь на мой канал.